Случилась эта история на Алтае, в краю, где природа невероятной красоты. Но там же таятся страхи, не поддающиеся рациональному объяснению. Романтика ночевки привлекла участников нашего похода. Нас собралось 7, организатор, семейная пара, 2 парней, увлеченных велосипедистов, но без походного опыта. Еще я и девушка, совсем новичок. Организатор нашей поездки хотел проехать по грунтовым дорогам. В планах было обследование объекта, обозначенного на старых картах как заброшенный склад. Предполагалась ночевка на живописном берегу реки в окружении невысоких гор. Как только группа съехала с асфальта, все пошло не по плану. Обозначенные на картах дороги заросли крапивой и малиной, заброшенный склад оказался кучей битого кирпича. Жгло солнце, кусали слепни, и девушка-новичок постоянно отставала. К вечеру на нас набросились тучи комаров, заканчивалась питьевая вода. Вдоль реки тянулся живописный луг, на противоположном высоком берегу горели огни небольшой деревушки. Но мы оказались в безлюдном лесу. Здесь уже давно не расчищали дорогу от упавших деревьев, не было видно троп грибников и рыбаков. Хотя до ближайшей жилой деревни было недалеко. Подгоняемые комарами, мы отыскали ровную поляну. Усталые, раздосадованные на нашего организатора, мы поставили палатки. Одна была у семейной пары, в моей разместились я и девушка. 3 парней залезли в 2-местную палатку и быстро уснули. Вдруг посреди ночи тишину леса нарушили какие-то непонятные звуки. Громкое сопение, чавканье и возня где-то за палатками. Было слышно, как парни ищут фонарь. Я открыл молнию своей палатки. Снаружи было довольно светло. Выскочили все сразу. У старого костра, где накануне была брошена пустая банка из-под тушенки, происходило что-то непонятное. Ребята посветили фонариками, и мы увидели какое-то маленькое животное, похожее на собаку. Скорее всего, это был волчонок. Его привлек запах, доносившийся из банки. Он сунул туда мордочку, чтобы облизать стенки, и застрял. Банка плотно сидела у него на голове. Он пытался передними лапами стащить ее, но острые края банки впивались ему прямо в шею, причиняя боль. Волчонок скулил и плакал. «Он ведь так может задохнуться», — сказал я, — «там у него кислород заканчивается». Парни бросились к несчастному животному и довольно ловко освободили его от этого предмета на голове. Волчонок был маленький и перепуганный, вся его мордочка была мокрая и в остатках тушенки. Он уже начал задыхаться, так что наша помощь вовремя подоспела. Придя немного в себя, он, покачиваясь, пошел в сторону леса, и только тогда мы заметили, что на противоположном конце поляны стоит волчица, а с ней еще 2 детеныша. Она смотрела на нас внимательно, как будто изучала и даже запоминала. Я этот взгляд никогда не забуду. Тем временем волчонок уже перебежал поляну и присоединился к своей семье. Волчье семейство тут же удалилось в ближайший лес. Все произошло так быстро, что мы даже не успели испугаться. Среди нас не было охотников, и только потом мы поняли, какой смертельной опасности подвергались в тот момент. Вернувшись в палатки, мы еще час разговаривали на самые разные темы. Наш поход закончился благополучно, даже весело. О ночном страхе словно забыли. После приключения сложилась компанейская атмосфера. В город вернулись благополучно, и все остались довольны походом. Шло время, и как-то зимой мне захотелось сходить в зимний поход, покататься на лыжах и переночевать в палатке на снегу. Такого опыта ночевки у меня еще не было. Хотелось испытать свои новые горные лыжи в деле. Я попытался собрать прежнюю компанию велосипедистов, но не все смогли пойти. 2 парней и девушка, с которой мы были тогда в одной палатке, согласились составить мне компанию.
Было решено идти примерно туда же, где мы отдыхали в прошлый раз. Там были небольшие горы, и нам захотелось разведать эту местность, узнать ее получше. Может, она станет потом нашим любимым местом для катания. По уже знакомому маршруту мы добрались до места. Вдоволь накатавшись по небольшим склонам и насладившись здешними красотами, решили, что пора сделать привал, пообедать и заниматься установкой палаток. Зимняя звездная ночь под открытым небом, зрелище небывалой красоты. Мы устроили наш лагерь из 2 палаток рядом с небольшим выступом на скале. Я проснулся в полной темноте от страха. Казалось, что кто-то стоит у палатки. По дыханию лежащей неподвижной девушки я понял, что она не спит. Вдруг по палатке скользнул отблеск, словно кто-то посветил фонариком. Девушка вздрогнула. Раздался голос: «Кто здесь?» Я вскочил, понимая, что происходит нечто непонятное, и выбежал из палатки. И снова блеснула слабая, едва заметная вспышка. Мне мерещилось что-то пугающее где-то рядом, справа за деревьями. И вот оно двинулось обходить наш лагерь. Я со страхом оглядывался и незаметно направил луч фонарика в сторону леса. Нервно посмеиваясь, девушка призналась, что ей что-то почудилось. Она дрожала, хотя ночь была тихая. В воздухе ощущалось нарастание чего-то невероятного, необъяснимого и пугающего. Потом появился какой-то гул. Сперва тихо, а потом все громче, как будто приближалась лавина. Точно, лавина, мелькнула у меня в голове, и я закричал, что есть силы. Оказалось, что гул уже разбудил ребят из соседней палатки. Все, что мы успели за эти несколько секунд, это инстинктивно спрятаться под нависающей скалой рядом с нашим лагерем. Снег обрушился на нас со страшной силой. Казалось, что на какое-то время мир вокруг перестал существовать. Очнувшись, я еле слышно позвал ребят. Слава богу, все были живы и отозвались на мой голос. Но было понятно, что мы в западне, под толстым слоем снега, и возможности выбраться из нее почти нет, а опасность замерзнуть была очень велика. Но мы решили бороться за свою жизнь до конца. Снег заполнил все пространства, пошевелиться было очень тяжело, но все-таки под скалой были места, свободные от снега. Это и помогло нам сопротивляться стихии. Потихоньку нам удалось освободить руки и ноги. Когда мы решали, как будем выбираться наружу, то внезапно за толщей снега мы услышали какие-то звуки. Было похоже, что кто-то с нескольких сторон пытается нас откопать. Но кто это может быть? Никто не знает, что мы здесь и что с нами случилась такая беда. Когда слой над нашим снежным пленом стал настолько тонким, что через него начал проходить свет, звуки прекратились. Мы, собрав все свои силы, начали грести снег, чтобы поскорее выбраться наружу. Первыми освободились парни, потом они вытащили нас. Осмотревшись вокруг, мы поняли, что нам очень повезло. Снежная лавина сошла справа от нашего лагеря, поэтому нас зацепило только немного, и выступ на скале спас нам жизнь. Но кто же нас все-таки откопал? Этот вопрос не давал нам покоя. На снегу были видны следы, которые уходили от нашей снежной ловушки в сторону леса. Мы посмотрели в ту сторону и увидели волчью стаю. Это была волчица и 3 ее подросших детеныша. Стая остановилась, волчица повернулась и посмотрела на нас. Ее взгляд был такой же, как в ту ночь, когда мы спасли ее малыша от смерти. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.